Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. Это случилось в начале лета, когда утренняя заря только начинала золотить верхушки деревьев, а воздух был наполнен свежестью и обещаниями нового дня. Двое рыбаков, Иван и Михаил, отправились на пруд, чтобы утолять свою страсть к удочкам и тишине сельской жизни. Это был их обычный ритуал – приезжать рано утром, раскладываться на берегу и терпеливо ждать, когда удача усмехнется им в виде большого улова. Пруд был окружен густым лесом, и тишину нарушали только крики птиц да плеск воды. Пока Иван готовил наживку, Михаил решил пройтись вдоль берега в поисках удачного места для ловли. На другом конце пруда, среди зарослей камыша, он вдруг заметил какое-то неестественное движение. Подойдя ближе, Михаил увидел, что в воде барахтается что-то живое. Это был молодой олененок, мордочка которого, на первый взгляд, казалась деформированной. Подойдя еще ближе, рыбак заметил причину его бедствия. Голова олененка была застрявшая в консервной банке, и он тщетно пытался выбраться из ловушки, не видя ничего вокруг. Не теряя времени, Михаил позвал Ивана. Оба понимая, что олененок не сумеет выбраться самостоятельно, они тут же наспех обговорили план спасения. Михаил, более ловкий и умеющий плавать, разделся до белья и осторожно зашел в пруд, приближаясь к бедному животному. Олененок, хоть и был невероятно истощен, испугался приближения человека и начал метаться, что только усугубляло его положение. Понимая это, Иван начал говорить с ним успокаивающим голосом, пытаясь отвлечь его внимание. После нескольких напряженных минут Михаил сумел обхватить олененка, удерживая его голову над водой. Иван принес из машины небольшой нож и, дрожащей от волнения рукой, начал осторожно прорезать металл, стараясь не причинить вреда животному. К счастью, банка подалась, и через мгновение олененок, освободившийся от своего железного ошейника, моргнул, впервые за долгое время увидев свет. Он был истощен, его глаза блуждали от страха и непонимания, но силы возвращались к нему с каждым вдохом свежего воздуха. Рыбаки аккуратно отвели олененка на берег и накормили его куском хлеба, который, к счастью, был у них с собой. Олененок жадно ел, впервые за долгое время вкушая пищу, и постепенно у него появились силы стоять самостоятельно. Михаил и Иван смотрели на него с облегчением и гордостью. Их утренний улов состоял не в рыбе, а в спасении жизни не менее ценном достижении. Олененок немного постоял, оглядывая своих спасителей, и затем устремился в лес. Рыбаки еще долго стояли на берегу, обсуждая происшествие, понимая, как хрупок и беспомощен может быть мир дикой природы без вмешательства человека. Эта история быстро разлетелась по деревне, и вскоре все окрестности решили организовать субботники для очистки леса и прудов от мусора. Люди понимали, как важно оберегать природу и заботиться о тех, кто не может попросить о помощи. А в честь спасенного олененка пруд был переименован в озеро Искупления, как символ того, что даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях всегда найдется место надежде и доброте. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.